В Украине началась война. С тех пор главный вопрос, и это не зависит от политики, страны и других таких штук, звучит одинаково для всех людей. Как с этим жить дальше, когда падают ракеты, льются кровь и слезы, рушатся дома, гибнут тысячи, и миллионы беженцев ищут защиты. А над всем этим властвует одуревшая от собственного вранья пропаганда. Как не сойти с ума и адекватно реагировать на события? Боюсь, что универсального ответа уже не существует. Слишком много легло между нами насилия и крови. Но любая война заканчивается, а любой путь начинается с первого шага, и мы должны его сделать, чтобы, если не остановить, то хотя бы не умножать насилие в этом мире. Когда началась война, я был во Львове. Я видел много очень человеческих историй о том, как люди куда-то бегали, кому-то звонили, бесконечно листали ленту и строили безумные планы о том, что делать дальше. Я уехал тогда из Украины, но через месяц снова оказался на польско-украинской границе. На этот раз волонтером. Здесь потоки беженцев идут в обе стороны. Один из Украины, а другой меньше, но постоянный домой. Например, есть женщины, которые отвозят своих детей или внуков к родственникам, а сами возвращаются к мужьям, чтобы быть вместе и в жизни, и, возможно, в смерти. А вчера встретил девочку с маленьким братом. Ей 16, ему 7. Я не знаю, что с их мамой, где она, не до того было, но папу не выпустили из страны, потому что военное положение. И вот он довез детей до границы, дал адрес каких-то родственников в Австрии, которых дети никогда раньше не видели, и все. Так Оля, так звали девочку, стала взрослой. Вот я общаюсь с ней, она хороходится, делает вид, что все контролирует, но она подросток. Она не готова оказаться в чужой стране без знания языка и бесконечно решать проблемы с едой, с одеждой, со связью, с транспортом и нести ответственность за своего брата. Оля заблудилась в Польше, села не на тот поезд и начала срываться в панику. Мы помогли. Накормили горячей едой, посадили на нужный транспорт и решили проблемы со связью. Это хорошая, добрая история, но есть и другие. Женщина возвращалась домой. Купила билет на автобус, познакомилась с попутчицами, обсуждала с ними обычные военные темы. Свой дом, кого разбомбили, кого нет еще, планы на будущее. И вот перед самой посадкой в автобус приходит сообщение, что ее сына убили. Я не могу словами в ролике описать ту боль, свидетелями которой мы стали. Ее можно только увидеть и плакать. Центр, где мы устроились, это здание католического Каритаса. Большое четырехэтажное строение на горе в центре города. Здесь много иностранцев. Со мной в комнате живет Филипп из Люксембурга, а рядом тусовались ребята из Англии и Бельгии. Недавно они уехали, но скоро на их место приедут другие. А наша группа это 4 человека. Отец Владимир из Вильнюса, его двоюродный брат Паша, Руслан из Гродно, и я. Сам центр очень напоминает коммуну хиппи. По крайней мере, так я себе это представляю. Здесь нет никакой разницы, откуда ты приехал, на каком языке разговариваешь, чем занимаешься и к какой церкви ты относишься. Важно одно – помочь украинцам справиться с их бедой. Самое ценное качество волонтеров – это их физическая сила и знание русского, белорусского или украинского языка. А если ты умеешь что-то еще, ты, конечно, молодец, но, скорее всего, тебе это не пригодится. И потом на вокзале тоже непросто. Нужно ответить на миллион одинаковых разных вопросов, накормить горячей едой, устроить на ночлег здесь же на вокзале, помочь, поддержать, как-то сориентировать, что делать дальше. Но некоторым нужно как-то особенно дать понять, что они уже в безопасности, потому что когда мимо проезжает громкий поезд или ветер хлопает дверью, знаете, что делают украинцы? Они пугаются, садятся на землю и закрывают голову руками. Потом, конечно, встают, как-то неловко перешучиваются, но ты стоишь как дурак и не знаешь, как на это реагировать. Ночью жизнь на вокзале замирает, потому что поездов ходит меньше. И вот мы из носильщиков сумок превращаемся в полевых врачей времен Второй мировой. У меня есть комната, где просто лежат матрасы на полу,
и, не знаю, мест, наверное, 70. В первую очередь для мам с детьми. Есть еще одна большая палатка на улице, где еще примерно 50 мест, куда мы стараемся класть взрослых. Ну, в основном это старики, либо тем, кому очень тяжело. А людей на вокзале гораздо больше. И вот нам нужно решать, кто из этих детей, стариков будет спать в комфортных условиях на вокзале, а кто тусоваться на лавочке. Хорошо, если на лавочке, потому что многие спят вообще на полу. Ну и поскольку многие люди приезжают в очень тяжелом психологическом состоянии, нужно как-то их запоминать и контролировать, чтобы они не пропустили свой поезд. Будить их вовремя, сажать в этот поезд и тут же заполнять свободные места новыми людьми, потому что места на вес золота, они не должны простаивать. Например, позавчера мне на полном серьезе предлагали валюту за то, чтобы я без очереди и без причины пустил человека на лежачее место. Настолько все плохо. А еще я знаю, чем пахнет беженство. Неожиданно, но оно пахнет немытым телом, нестиранными носками и запревшим бельем. Люди стесняются, боятся этого, но это жизнь, это война. Помню женщину из-под Киева, пускай будет Таня. Она приехала с сынишкой и 2 большущими сумками. И вот мы общались. Таня не застала самую жесть, потому что одной из первых уехала из своего города. Но все равно насмотрелась и натерпелась. Она видела из окна своей квартиры ракеты и взрывы, технику и бои. А ее сын как-то по-своему воспринимал происходящее, относился ко всему как к интересному приключению и постоянно играл в войну. Таня уехала к своим родственникам, все нормально. Но сейчас, когда весь мир облетели кадры из Бучи и других украинских городов, я много думаю об этой семье. Ведь их дом был где-то там, где-то в пригородах Киева. И таких историй тысячи. Есть те, к которым быстро привыкаешь, а есть те, от которых долго потом не можешь уснуть. Вы, наверное, читали дневники людей, которые выбрались из Мариуполя и других горячих точек. Я не знаком с их авторами, но я им верю, потому что отголоски похожих событий постоянно встречаю здесь. И вот после смены ты убитый приползаешь домой, берешь в руки телефон, открываешь соцсети, и больше всего поражают не кадры апокалипсиса с улиц украинских городов, как можно было подумать, а радостная осанна, которую поют всему этому ужасу люди, которые почему-то называют себя христианами. Ну ладно, вы не можете сострадать, но какие-то базовые представления о морали и нравственности должны же у вас быть. Я уверен, что в этой войне победит тот, у кого не больше танков или пушек, а тот, кто, несмотря ни на что, сможет остаться человеком. Многие думают, что война – это время полного хаоса, когда можно творить все, что угодно. Но это не так. Война – это суровое время, когда действуют законы военного времени, законы войны. По военным законам люди стараются не бомбить школы и больницы, не убивают мирных жителей, не насилуют женщин, не пытают пленных, не мародерят, не создают фейки и не занимаются подстрекательством. А иногда делают паузу для того, чтобы вывести гражданских, помочь раненым и достойно похоронить погибших. Те, кто нарушают эти правила, быстро расчеловечиваются. Помните, Христос спрашивает, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит? У нас нет заповеди о том, что любой ценой нужно выжить, победить и доказать свою правоту миру. Нет, в Евангелии другой принцип. Любой ценой остаться человеком. Не существует причин, ради которых можно совершать и оправдывать преступления против человека и против Бога. И иногда лучше достойно и праведно умереть, чем согласиться на сделку с дьяволом. Когда рассеется туман войны и с глаз падут пелены, нам всем придется жить с теми выборами, которые мы делаем сегодня. Сейчас я осел в Вильнюсе. Это прекрасный город, который дает приют и защиту многим беженцам из Беларуси, России и Украины. И вот казалось бы, у нас у всех разные травмы и разные судьбы, но на самом деле беда у нас общая. Мы все остались без дома.
И вот с местными священниками мы вспомнили старое правило о том, что с плачущим можно только плакать. И когда ты берешь на себя часть страданий человека, когда разделяешь его боль, это лечит, причем вас обоих. Поэтому мы хотим пригласить всех, кому больно, кому страшно, кому плохо, и тех, кто остался без дома, к нам в храм. Улица Басаневичуса, 27. Храм святых Константина и Михаила. Мне сложно пока назвать точную дату и время, потому что я сейчас здесь, на границе, но надеюсь, это случится скоро. Я напишу во всех своих соцсетях. Посмотрим друг на друга, поплачем, вспомним тех, кого мы любим. Вспомним тех, кто сидит в подвалах под бомбами. Вспомним тех, кто в тюрьмах. Вспомним тех, кто дома, но вздрагивает от каждого стука в дверь. Вспомним беженцев. Вспомним тех, кто смотрит друг на друга через прицел. Вспомним тех, кто делает добрые дела. Вспомним тех, кто творит зло. Пускай Господь удержит их руку и положит конец этой проклятой войне. А на сегодня все. До скорого.